Здравствуйте. Слышите меня хорошо? Да, Мгм. Готовы начать? да, конечно. Мгм. Меня зовут Артур, можно просто по имени. Меня тоже. Расскажи немного о себе. Сколько вам лет, чем занимаетесь, где живете, семья, дети? Мне 44 года, живу в Таиланде. Есть семья, жена, двое детей. Две Мгм. дочки. Расскажите про вашу проблему. Что вас ко мне привело? Ну, я считаю, что у меня нет проблем. Мгм. Поэтому я и к вам пришел для того, чтобы вы меня убедили в том, что я психически здоров. Потому что все окружающие меня пытаются убедить в обратном. Мгм. Можете поподробнее про это рассказать, что имеете в виду? В общем, ситуация следующая. В прошлом году, осенью, моя жена съездила в Россию. И Мгм. в России мои родители случайно ей передали мои фотографии старые. А эти фотографии подтвердили для нее факт того, что я продолжительный срок просидел в зоне. Она об Мгм. этом не знала. В общем, когда она вернулась, у нее начался психоз довольно серьезный. Она меня обвиняла в том, что я это скрыл, все прочее. И хочу отметить, что для нее очень важна социальная приемлемость всего, Мгм. что происходит в жизни, понимаете? То есть для нее, Какие-то примеры можете привести? ну да, конечно, для нее важно, когда ее поведение одобряется. Мгм. Например, скандал на улице, если у нас начинается, то она его всячески пытается пресечь. И она реагирует очень, ну, по моему мнению, неадекватно, как будто ее хлыстом бьют, вы знаете. То есть, когда с ней начинаешь общаться и показывать ей, в чем она не права. Просто я это делаю Мгм. публично. То есть мне вообще безразлично чье-либо мнение, откровенно говоря. То есть я свою позицию выражаю явно любому человеку в глаза, независимо от его статуса, положения, авторитета и всего прочего. Ну и в любое время. То есть меня ничего не стесняет в этом смысле. Ее стесняет. Ну Ну, и в типа общем, такие стандартные вещи, что люди подумают, а да, да, да. ну, вот все Я такое. просто Мгм. еще сейчас пытаюсь вот эти моменты вспомнить, но вы знаете, они сквозные. То есть все, Мгм. что в жизни происходит, вот так или иначе, ориентируется ею на одобрение окружающих. Вот реально, как у Ницше, вы знаете, мало обладать талантом, надо еще получить одобрение, не так ли, друзья мои? Мгм. Все, по моему мнению, на этом строится. И так как информация, которую она получила от моих родителей, вызвала у нее когнитивный диссонанс, это привело к неблагоприятным последствиям. Вот эти тесты, которые я проходил, в том числе по Мгм. ее инициативе, Мгм. допустим, тест на психопатию я проходил непосредственно по ее инициативе. Это тот тест, который она выбрала. Мгм. Кеттела я проходил по собственной инициативе, остальные тоже. В итоге она забрала детей под предлогом того, что ребенку надо пройти обследование медицинское. У нас младшая дочь Зачем? заболела диабетом М. примерно в то же время, то есть когда жена была в России. И обследование именно в области поджелудочной железы она хотела провести. Я догадывался, что это вранье, что это просто повод для того, чтобы лишить меня детей. Так оно и получилось. То есть у нас была договоренность, я все, что говорю, могу подтвердить сразу. Говорю. У нас была договоренность, она зафиксирована письменно, о том, что они
уезжает в Россию на 2 месяца. То есть дети учатся в местной школе и должны были вернуться все к 1 сентября. В общем, 1 сентября я купил билеты, они не вернулись. Мгм. Я с ней не общался все это время практически, потому что у нас серьезный конфликт, который выражается в постоянных нападках на меня и обвинениях меня во всех смертных грехах. Мгм. У нас есть запись, если вам это важно и интересно и нужно. У меня есть запись нашего последнего общения с психологом в семейной Мгм. терапии. Данный психолог сообщил нам, что последний сеанс необходимо провести таким образом, чтобы подвести итоги, что-то зафиксировать перед переходом к другому специалисту. В общем, получилось так, что последний сеанс ему провел я. Я все, что захотел, сказал, и он благополучно прекратил взаимодействие с нами, поскольку счел, что не способен это делать. Мгм. А что Просто сказали-то? более-менее адекватно, объективно, то есть вести беседу и все прочее. Мгм. А что ему высказали, не очень понял. Ну, я считаю, что он себя дискредитировал как психолога. На одном из сеансов совместных он заявил, что проблема в семье заключается в распределении властных полномочий. Причем он это заявил, а, вынеся оценочное суждение свое о том, каким образом они должны распределяться. То есть он М. сказал такую фразу, что власть в семье принадлежит мужчине. Я посчитал, что он таким образом себя дискредитировал и все ему высказал, что по этому поводу думал. Мгм. Я считаю, что он не вправе И- был высказывать свое оценочное суждение. м. Что-то сейчас вас беспокоит в своем состоянии или вообще когда-либо беспокоило? Нет, абсолютно. Есть какие-то особенности вашего характера, из-за которых у вас случались, не знаю, проблемы, конфликты, что-то подобное? Я не уверен в этом. То есть я агностик сам по себе и считаю себя, во всяком случае, таким. И считаю, что необоснованных конфликтов я не начинаю, скажем так. Но в целом окружающие меня считают достаточно конфликтным человеком, бескомпромиссным. Мгм. М. Можете из недавнего привести какие-нибудь примеры конфликтов, но то, что не касается отношений с женой? Да, конечно. Вот недавно меня обвинили в беспределе, и одному человеку пришлось покинуть наш чат, потому что он обвинил меня необоснованно. Мгм. Можно чуть поподробнее, не очень понятно, в чем там была ситуация. Ситуация была в том, что у меня хотели отжать бабла. Мгм. Так вот, по-простецки, если. И использовали при этом методы рефлексивного управления. Я это на корню пресек и всем пояснил, Мгм. почему мой оппонент был неправ. И все согласились с моей позицией. Так обычно и происходит. В зоне было примерно так же. Мгм. Большую часть срока я защищал права заключенных, писал жалобы, в общем, жертвовал собой за публичный интерес. Сидел от звонка до звонка в строгих условиях содержания в моем личном деле,
Следующая характеристика. Отрицательно настроенный элемент, поддерживающий воровские традиции, безразлично относящийся к содержанию в ШИЗО, ПКТ и строгих условиях содержания. Кроме того, весь свой срок я болел открытой формой туберкулеза легких, двустороннего, лекарственно устойчивой формы. Это никаким образом не повлияло на мою позицию жизненную. Ну и, в общем-то, все. То есть моя индоктринация произошла в 18-летнем возрасте на строгом режиме. То есть система ценностей моя сформировалась именно там. И в то время примерно. Что за работа у вас сейчас? Ну, Или не фактически, работа, источник дохода, скажем так. фактически я занимаюсь управленческими процессами, неофициально. Мгм. Скажем так, сетецентрическая система управления предприятием Мгм. основана на субкультурных традициях. Понял. Насколько много это времени занимает в целом? Очень мало. Мгм. Кроме этого, еще какие-то занятия, увлечения, хобби, там, не знаю, спорт, что угодно такое. Ну да, я ежедневно занимаюсь спортом. Мои увлечения, они связаны в основном с нематериальными вопросами. Мгм. Меня больше интересует Ну, философия, познание, религия и тому подобные вещи. Оккультизм, психология, психиатрия. В общем-то, у меня широкий круг интересов, и я могу просто с утра до вечера читать Википедию. мгм. Ну или задавать вопросы искусственному интеллекту. Он меня банит периодически за то, что я слишком много ему задаю. Копилот, например. Ну вот, Мгм. кстати, Понял. одна из причин-то, по которым я к вам обратился, не столько, скажем так, мнение моей жены, сколько мнение искусственного интеллекта, потому что по результатам тех тестов, я надеюсь, что вы их получили, посмотрели, Мгм. Мгм. он риски для психики моей. Причем не один. Я достаточно считаю себя критически мыслящим человеком, и я пытаю прямо его вообще до талого. И тем не менее, у меня 3 версии искусственных интеллектов, и они мне так или иначе заявляют о рисках для психики. Поэтому я и хочу, чтобы вы оценили эти риски и либо убедили меня в том, что я все-таки психически здоров и не опасен для окружающих. Ну, либо Мгм. мое критическое мышление, я надеюсь, сделает все остальное, если у вас это не получится. Понял. Но тут проблема в том, что вот, например, опросники Кеттела и все остальное — это чисто психологические инструменты на самом деле. Ну, то есть как психиатру они мне в целом не особо интересны. Мой основной инструмент — это клиническая беседа. Так что мы сейчас обсудим, как вы живете сейчас, как жили раньше, начиная с самого детства, и потом уже сделаем выводы на этом основании. Давайте, конечно. Вот. Сейчас, получается, сколько вы уже раздельно с женой? Ну, то есть, когда она уехала, напомните? В июне, я, по-моему, и не говорил, в июне, Э, в конце июня. Ага. И У детей заканчивался год учебный, и вот под мгм. окончанию учебного года они поехали в Россию на каникулы. Сейчас с ними общаетесь или не дает жена как-то контактировать с ними? Я не общаюсь сознательно, потому что я воспринимаю текущую ситуацию как взятие моих детей в заложники и манипулирование мной с их использованием. Мгм. Таким образом, А сколько дети детям лет? становятся просто оружием, по моему мнению, и общение с детьми становится средством манипулирования мной. Мгм. 2019-2017 год, 2 дочери, Мгм. С женой сколько вы вместе? 12 лет. Мгм. У жены И вот в два это время... хороших
образование, и мне удалось, в общем, я ни от кого не скрывал, если честно, свое прошлое. Не считал нужным никогда. Мне нечего стыдиться, я ни в чем не раскаиваюсь, в общем-то, и считаю, что заплатил сполна. Но я видел отношение жены к нарушающим закон, к сидевшим, ну, в общем, ко всему, что социально неприемлемо считается. И умалчивал. Видел вот это какое-то прям отторжение просто. Мгм. Знаете, вот как бывает пауков боятся люди. Вот примерно так, понимаете? За это время, что вы, получается, один, э, по большей части проводите время дома все-таки. Особо не выходите, ну, кроме там спортзал или что-то такое. Вы знаете, я вообще человек, привыкший к нахождению в одиночестве. Я продолжительное Мгм. время просидел в одиночку, и меня не тяготит отсутствие окружения. И меня также не тяготит агрессивное окружение. То есть я привык находиться в ультраагрессивной среде. Мгм. И чувствую себя комфортно и спокойно в любом окружении, потому что всегда готов и могу постоять за себя, скажем так. Мгм. Какой-то социальная активность какая-то есть у вас сейчас? Ну, там, помимо рабочих вопросов, там, просто с кем-то куда-то выйти, допустим. Нет, практически. Изредка мы встречаемся с моим приятелем здесь, в Таиланде, с которым у нас общий бизнес здесь, в Мгм. Таиланде. Он тоже не отнимает у меня много времени, но мы время от времени встречаемся по вечерам. Сегодня, кстати, планируем. Последний раз М. встречались 2 или 3 дня назад. То есть мой круг общения здесь ограничивается вот этим человеком. Кроме того, я Мгм. общаюсь очень много в интернете. То есть М. преимущественно все мое общение не просто с незнакомыми людьми имеется в виду, а именно общение, связанное с рабочими процессами, происходит через интернет. То есть я сам нахожусь в Таиланде, а все те, с кем я взаимодействую, преимущественно в России. Мгм. Но Недостатков это общения исключительно деловое общение. не Ну, то испытываю. есть нет, Да вы это знаете, чисто деловое общение или есть еще какое-то другое? Ну, там, не я знаю, просто с вообще, кем-то общаться, кто я вообще остался не в России, испытываю например. потребности в общении Мгм. не деловом, понимаете? И мне Понял. кажется, что у меня одна из проблем именно в этом. Что у нас конфликт в том числе по той причине, что жене кажется, что я с ней мало общаюсь. А я не всегда, ну, вернее, я почти всегда не понимаю, о чем говорить. То есть я предпочитаю говорить о чем-то конкретном. Ну, о каких-то вот насущных проблемах. А для нее общение – это элемент навязывания своей позиции, понимаете? То есть даже когда просто ты возражаешь, ты сразу хамишь. Мгм. Вот. Ну и как бы в итоге меня такое общение не устраивает. У нас, вы знаете, проблема еще в том, что за 12 лет нет ни одного разрешенного конфликта. Ну, чтобы вы понимали. То есть А как я обычно все заканчивается? заканчивается все замалчиванием. То есть жена, как правило, нападает на меня, я выдерживаю оборону, потом она остывает и как ни в чем не бывало. Вот эта модель, паттерн поведения сохраняется на протяжении 12 лет. Сохранялся до того момента, как она узнала о том, что я просидел 9,5 лет с 18 до 2008 года. Я это могу, Мгм. кстати, вам предоставить. Она меня попросила предоставить ей доказательства того, что я не маньяк, не насильник. И мне пришлось через знакомых ребят, через фейсов запросить информацию о себе через информационный центр. Ну, в общем, я ее получил. Мгм. Сущности у меня две. Одна
была в 95-м году. Сидел я тоже дважды. Один раз на малолетке в 94-м году за грабеж. Второй раз только 18 лет исполнилось. Буквально через месяц или через два забрали меня и в следующем году осудили. И вот освободился я в 2008 в июне. Мгм. Ну, а забрали в 98-м. А второй раз по какой статье был? Второй раз букет статей: кража, разбой, грабеж. Мгм. Организованно, нет, организованно не было. Предварительный сговор. Понял. Мне подтверждать ничего не надо, учитывая, что это, в общем, в ваших интересах получить какую-то объективную информацию. Я вам верю на слово и, исходя из этого, собственно, делаю выводы. А как у Чё? вас... А? Вы знаете, да я просто маленько отвлекся и забыл, что вы меня спрашивали еще и про детство. То есть я могу, в принципе, М. продолжить, Не, если... про это попозже. Все-таки пока еще на текущем состоянии сосредоточимся. Как сейчас с эмоциями? Там, не знаю, какое-то раздражение, какая-то агрессия, или, может быть, наоборот, там расстроиться из-за чего-нибудь. Никаких. У меня, как правило, вообще нет эмоций, если честно. Ну, то есть иногда у М. меня бывает такое, что когда я вижу какую-то несправедливость, и я считаю это несправедливым, допустим, неправильно, это вызывает во мне агрессию и гнев. Я могу выплеснуть Мгм. свою эмоцию. В общем, скажем так, я это делаю осознанно относительно. Потому что если я не буду выплескивать эмоции, это мне навредит. Мгм. Когда я выплескиваю эмоцию, я сразу успокаиваюсь. Поэтому меня ничего не тяготит, как правило. Если меня что-то Мгм. тяготит, то причина моего тяготения это сразу ощутить. Ну, может приносить удовольствие, что вообще радует сейчас, ну, где-то за последние несколько месяцев. Ну вот я музыку слушаю, получаю удовольствие от этого вполне. Просто могу походить. У меня есть привычка такая ходить по камере, ну и по комнате, взад-вперед. Ну вот обычно я провожу время в комнате. Мгм. Слушаю музыку, общаюсь с людьми, с искусственным интеллектом, удовлетворяю свое любопытство, занимаюсь рабочими процессами. Как настроение свое можете описать за последнее время? Насколько оно стабильное? Можно ли его назвать пониженным или повышенным, или каким-то переменчивым? Я думаю, что у меня всегда нейтральное настроение. Ну, за исключением вот этих кратких промежутков, меня возбуждающих. Мгм. Ну, кроме какого-то раздражения и агрессии, можете какие-то ситуации вспомнить, когда ярко проявляли эмоции? Ну, там, не знаю, было очень грустно от чего-то или что-то другое. Ну, бывает так, что я испытываю такое ощущение наворачивания слез от прочтения каких-нибудь стихов или М. прослушивания каких-нибудь песен, например, Высоцкого и так далее. Ну, вот, наверное, это единственное. То есть эмоции, связанные непосредственно с личными контактами, у меня нет практически вообще никаких. И никогда. Мгм. Ну, за исключением агрессии. В том случае, если ее провоцируют. Если ее не провоцируют, то никакой агрессии просто так от меня не исходит. Ни в отношении кого. М. Ну, по поводу какой-то, может быть, тревоги или беспокойства. Знакомо это вам, в принципе? Нет.
Ну, то есть в целом вы всегда такой достаточно собранный человек в плане эмоций. Ну, единственное, что вы позволяете себе там какое-то раздражение высказывать. Собранный в том смысле, что эмоции мной контролируются, как правило. Мгм. То есть бывает так, что наоборот человек идет на поводу своего иррационального я. В моем случае это наоборот, как мне кажется. Мгм. Сейчас какие-то проблемы со сном, с аппетитом, с пищевым поведением, вообще со здоровьем, Абсолютно никаких проблем. хронических заболеваний никаких нет. Ну, от туберкулеза у меня самоизлечение произошло. Несмотря на то, что я бросил лечение, Мгм. после того, как я уже освободился, я вылечился без каких-либо препаратов. Мне просто поставили клиническое излечение. Диагноз. Мгм. Также у меня Туберкулез был только легких или еще что-то было поражено, кроме только, легких? только легкие, верхушки обоих легких. Мгм. Также у Поражение было меня, не обширное, насколько понимаю. ну, у меня отгнившие верхушки легких. Мгм. Проблем с дыханием при этом нет. Нет. Мгм. Также у меня гепатит С был, который я благополучно вылечил дженерикой. Мгм. Происхождение неизвестно. Однако в УФ-91/10, где я отбывал большую часть своего срока, это туберкулезная больница в Новосибирской области, практиковалась первое время. Я бросил лечиться где-то через год или полтора после Мгм. попадания туда. Первое время я пытался лечиться. В общем, там даже в тот момент, это был конец 90-х и начало 2000-х, не было одноразовых шприцов даже. Нас кололи первые годы стеклянными, пользовались стеклянными Мгм. шприцами и вот этими железными иглами. В общем. В каком возрасте поставили диагноз гепатита С? Но это я уже когда освободился, я прошел анализы все. Буквально через там, пару месяцев. В 2008 Мгм. году, ну, получается, 28 лет, 27, исполнилось 28 в сентябре, я до этого момента прошел. И лечение было тогда же. Нет, Сколько времени прошло до лечения? несколько лет. Мгм. Поражения печени не было. Был, фиброз был, какой-то Мгм. там стадии или степени, не помню. Но, скажем, печеночной недостаточности, цирроза нет. Нет. Мгм. Про детство давайте поговорим, про самое раннее. Что знаете, может быть, там возраст до 3 лет, потом детсадовский возраст и начальный школьный. Вот про это. Что угодно, да, что на ум придет рассказывать? Или какие-то наводящие вопросы? Сначала да, потом я уточню, если что-то. Ну, центральным, наверное, все-таки травмирующим моментом в детстве моем, я считаю незначительную относительно ситуацию, казалось бы. В 90-е годы моим родителям выдавали зарплаты стиральными машинками, сушилками, чем-то там еще. Ну и в один прекрасный месяц получили они такую зарплату, и мы с ними договорились, что я продам что-то из этого. Мы обсудили стоимость, и все, что выше, я мог получить.
ну и распорядиться этими средствами по своему усмотрению. В итоге я продал существенно выше, чуть ли там не в 2 раза, ну, может, в 1,7, ну, довольно значительно превышала сумма итоговая. И, в общем, у меня эти деньги забрали родители. Меня это очень сильно травмировало, и я посчитал, что меня предали. Это сколько лет вам было на момент того эпизода? Точно не помню, но это было до, как мне кажется, каких-то криминальных событий в моей жизни. М. Ну, потом еще Как было... вообще были отношения с родителями? Как они складывались? У меня отличные отношения с родителями. Вот эту ситуацию я, в принципе, понимаю сейчас. Но в то же время я бы так не поступил по Мгм. отношению к своему ребенку. Ну, что еще было? Какие-то были мелочи, именно связанные, знаете, с физическими наказаниями. Да, это было. Они не злоупотребляли физическими наказаниями. Раз меня сильно наказали за то, что мы парнишку, очень маленькие были, бросили в корзину. Это, наверное, начальная школа. Мгм. Потом еще раз, я помню, меня наказали за то, что я ударил девочку. Это тоже была начальная школа. Ударил девочку в живот. По какой причине, не помню. Мгм. Еще я Как у помню... родителей были отношения между собой? Хорошие. Они сейчас живут вместе. Мгм. А вы с ними поддерживаете контакт? Да. У меня в основном контакты Брать? деловые, понимаете? То есть у нас есть Мгм. некоторые общие интересы, мы взаимодействуем и извлекаем прибыль из окружающей среды в результате этих взаимодействий. Не связанные с деловым общением разговоры начались вот только в последнее время. Ну, потому что сейчас это касается фактически развода и судьбы наших детей и их внуков. Мгм. М. Как было со сверстниками в детстве? Как складывались отношения? Были ли какие-то конфликты и так далее и тому подобное? Ну, я думаю, что в 90-е годы у большинства примерно одинаково все было. Ну, я имею в виду не тех, кто был жертвами. У нас был круг свой. Весь этот круг потом вместе со мной подельниками пошел. В общем-то, мы всегда себя чувствовали уверенно, так скажем. Я не Мгм. знаю, что еще сказать. Ну, были периоды, конечно, в самом начале. В самом начале, в общем-то, я помню, что я был достаточно ранимым человеком, стеснительным. Я падал в обморок при виде... В больницу просто приходил, падал в обморок, когда мне хотели брать кровь из пальца. Мгм. Вот. Ну и, в общем, мне это в себе пришлось все, скажем так, преодолеть и стать человеком более суровым, что у меня благополучно получилось. М. Ну, так вот, Первая судимость, получается, была... Сколько вам лет было? я вот как раз, да, про это хотел рассказать сейчас, как часть детства. Это вторая довольно серьезная травма, как мне кажется, была для меня. Первая судимость была несправедливой в отношении меня. То есть я не совершал преступления того, за которое сидел. Получилось так, что мы просто гуляли. И я не буду скрывать, что мы хотели совершить преступление. Мы хотели снять шапку.
Но у меня не хватало духа на это. Я не мог перебороть себя. И вот я изо дня в день ходил и пытался. И у меня не получалось. И в один прекрасный момент нас взяли мусора. И мой близкий друг, я считал его лучшим, оговорил меня под давлением. Его отпустили, меня посадили, так как я на себя не наговаривал и не соглашался с оговором. Просидел 2 недели на малолетке, потом меня выпустили по решению суда на мере пресечения. Часть 145, статья 145, часть 2. 1995 год, это год осуждения, а 94 год, декабрь, по-моему, это когда забрали и посадили. После того, как я вышел, я публично наказал этого человека в школе, после чего меня из нее попросили. Чуть не посадили снова. В итоге я ушел из этой школы в другую. Мне дали условный срок. Ему тоже. Следующее преступление уже было мной совершено. Реально. За которое я сидел. Как было с учебой в школе? Как были отношения с учителями? Были ли какие-то проблемы? Не знаю, любимые предметы, нелюбимые предметы, все такое. Вы знаете, мне все время было безразлично все, что связано со школой, учителями и прочими малозначительными для меня существами. То есть все, что меня интересовало, находилось на улице и в кругу моих близких. Поэтому я не помню, чтобы меня что-то там смущало. Но, в общем-то, 9 класс я закончил с одними тройками, 11 троек. Учился в математическом классе. Потом, когда попросили меня из этой школы, они сделали так, что они меня хотели перевести в другой класс, а я не хотел. Ну, то есть я бы иначе из школы не ушел, если бы меня оставили в этом классе. Но в итоге они, в общем, ход конем совершили, и я ушел сам. Ушел, поступил в экономический лицей, довольно престижная была школа в Новосибирске. Одна из самых, так скажем. Поступил сам, проходной балл набрал. Потом из этой школы поступил в университет. На кого учились? Академия экономики и управления. Ну и вот оттуда уже со 2 курса я попал в тюрьму. У меня была специальность, факультет коммерция, а специальность мы не успели определить. Как с учебой было в универе? Точно так же, как в школе. Ну, Ну, я, можно сказать, пошли для корочки, в общем. я не знаю, я тогда не могу себя назвать достаточно осознанным в том возрасте. То есть мои интересы были другие. А учиться мы ходили, ну, наверное, потому что так было принято. То есть мы пьянствовали прямо на уроках, на лекциях. Курили план. Там, не знаю, деньги отбирали. Ну, чем только не занимались. Ну, в общем, практически всем, кроме учебы. А потом брали водку и перед уже самими экзаменами с моим приятелем, до сих пор, кстати, дружим с ним. Более того, являемся компаньоном. Решали все эти экстерны задачи, сдавали экзамен таким вот образом.
Расскажите про вторую судимость вашу. Что там было и как вообще все произошло? Ну, для меня мотивация была в следующем. Там был поступок, за который необходимо было наказать. Ну и все, мы наказали. Немного детальнее можете рассказать? Да, могу. Девушка обвинила в изнасиловании одного из, скажем так, наших знакомых. В результате другая девушка из нашей компании обратилась к нам. Ну и все, мы пошли. И в тот день, когда та девушка, которая обвинила, находилась в ларьке, совершили разбойное нападение на этот ларек. Я не был непосредственным исполнителем, я стоял на шухере, скажем так. Мгм. А потом та же самая девушка, которая к нам обращалась, рассказала всю милиции и все. Это самый серьезный эпизод. Помимо этого эпизода было множество других. Там не было Мгм. связано с обязательным условием наказания за несправедливость, скажем так. Просто этот именно эпизод привел к, я думаю, той величине срока, которую в итоге пришлось отсидеть. Потому Мгм. что девушка, которая в этот момент была в ларьке, она получила физические повреждения от исполнителя. Исполнитель был с бензином. То есть он плеснул бензин в ларек и поджег его. И она получила ожоги. Что по поводу какой-то, может быть, не особо контролируемой агрессии там в детстве, подростковом возрасте и позже? В детстве я помню ситуацию, когда это как раз вот то раннее детство, когда я вам рассказывал, что был стеснительным человеком, восприимчивым, впечатлительным. Меня вызвали на драку, и вот в момент этой драки я не помню, что произошло, но, в общем, меня оттащили от этого человека, а я отбил ему почки, там, ну, в общем, очень сильно. А он был больше меня. В итоге он потом даже в школу некоторое время не ходил. Ну и все, и больше, в общем, таким образом получилось, что у меня процесс самоутверждения прошел Мгм. в той социокультурной среде, в которой я находился. Еще что-то такое в течение жизни, когда агрессия была именно неконтролируемая, то есть не спланированная, никакая целенаправленная, вот прям сорвались. Ну, еще один раз было, это уже после освобождения значительное, в 2014 году, или в шестнадцатом, по-моему, году это уже было. В общем, в момент телефонного разговора мой контрагент позволил себе оскорбление в мой адрес. Рядом были люди, я тоже опять не помнил. Меня очень это возмутило. Последнее, что я помню, это я просто вот вставал из-за стола и что-то ему говорил. Ну все, то есть я вышел, это я уже не помню, я вышел из кабинета,
чтобы никого не смущать. Ну и что-то ему продолжал говорить. В общем, в итоге этот конфликт завершали мои компаньоны. Потому что тот человек, с кем я общался, был очень акцентуирован не на причине конфликта, а на нашем разговоре и возмездии мне за него, так скажем. Ну, пожалуй, это все. Что по поводу какого-то импульсивного поведения, не связанного с агрессией? Там, не знаю, траты, употребление алкоголя, что-то вот такого рода. Не обязательно какие-то вот прям вещи потенциально вредящие вам, но не спланированные. Там щелкнуло, сделали. Очень редко. Могу купить батарейки на кассе. Да, а потом подумать, зачем я их купил. Так много. Ну, наверное, вот это и единственное, что я сейчас могу вспомнить. Мгм. Как было на зоне за все вот сколько, 9,5 лет это было? Да, Мгм. Как было там? да, отлично все было. Я был в черном лагере, но имеется в виду, что там мы решали и навязывали администрации Я понял. порядок вещей. Мгм. Отстаивал публичный интерес, пояснял уже. Что конкретно, что хотели бы выяснить? Да, я сидел в изоляторах, Э, в одиночках, в ЗУРах. И Почему туда попадали? Как были отношения вообще в среде других заключенных? попадал я за то, что мне было неприемлемо делать некоторые вещи. Ну, например, есть такое понятие трудотерапия в лагере. Хозработа 2 часа в неделю. Вот каждый заключенный обязан отработать эти 2 часа. А я не считал, что я обязан. Мгм. Кроме того, я выяснил, что мы туберкулезники, а большая часть из нас, тех, кто был со мной, во всяком случае, в отряде, этот отряд был именно для тех, у кого открытая форма. Это первая, вторая группа диспансерного учета. Это равносильно группе инвалидности. Мгм. Так вот, вот этот закон, их есть два на самом деле. Один трудотерапия, это где-то связанном с медициной руководстве. То есть там две власти. Вот в этой зоне, где мы сидели, две власти примерно равнозначны. То есть меня очень часто врачи спасали от продолжающихся добавок сроков ШИЗО пребывания именно по причине состояния моего здоровья. Ну и, в общем-то, это был мой козырь, один из. Я знал, что мне не дадут слишком долго сидеть, и использовал это на полную. Ну, в принципе, мне все равно было, дадут, не дадут. Мгм. Ну, в общем, я отказывался от этих работ и еще Мгм. и писал жалобы, и еще агитировал окружающих меня писать эти жалобы. Я затягивал адвоката, выносил эти жалобы, писал жалобы за ситуацию вообще в лагере, это все могу прислать. Там очень много воровалось средств администрации. Мы все это описывали. Ну и использовали как аргумент в переговорах. Мгм. Самую серьезную жалобу, за которую меня обещали посадить до конца срока, где-то на половине срока это произошло. И я в ЗУРе уже был, и человека, которого мы выбрали быть в ответе за лагерем после смерти предыдущего смотрящего на туберкулеза, посадили и не хотели выпускать. А мы решили что-то предпринять и таким образом
подсветив все неудобные моменты в части посадочных мест в столовой, наличие отсутствия горячей воды, условий содержания, допустим, в том же ЗУРе. То есть мы, туберкулезные больные, в ЗУРе сидели в цехе. Цех на 100 человек, который весной и осенью заливало водой. То есть кровати, шканари, стояли на возвышении, а вокруг все в воде. Люди умирали. Почти все мои знакомые умерли лагерно от туберкулеза. Ну все, написали эту жалобу, ее унесли, спалили. Ну, мы сознательно ее спалили, то есть нам нужно было, чтобы она попала к руководству лагеря. И оно приняло верное решение. Оно приняло верное решение. Оно выпустило того человека. А когда тот человек вышел, он сообщил мне, что я до конца срока поеду в него. Ну, я собрался, а меня вместо этого увезли. Таким образом, я покинул туберкулезный лагерь с открытой формой туберкулеза легких. Меня увезли в здоровый Мгм. лагерь. Потом оттуда я вернулся снова, конечно, но тем не менее. После освобождения чем занимались? Как вообще жизнь шла? Адаптировались заново? Все-таки почти 10 лет прошло. Ну, достаточно тяжело адаптировался. Основная проблема для меня была в том, что я привык, что меня обеспечивают всем всегда, мои те окружающие. То есть мне не приходилось заботиться о хлебе насущном, так скажем. Мгм. То есть моим приоритетом были другие вопросы противостояния именно с администрацией колонии и так далее. А освободившись, мне пришлось поработать над этим преимущественно. При этом я никому не подчиняюсь. Я просто даже не помню, кому бы я подчинялся когда-либо в жизни. Любая попытка подчинения меня вызывает соответствующую реакцию. Есть какие-то соображения, почему так? Я считаю, что это правильно и хорошо, что человек должен прямо заявлять свою позицию, не лукавить. Я этим горжусь. Мгм. И что делали в итоге после освобождения? Я создал беттинговый сайт. Вернее, даже не так. Сначала я начал тему, которая стала популярной на форуме Еврофутбол. Она стала самой популярной. Называлась «Стратегия игры в букмекерской конторе». Мгм. После этого я создал сайт и подписчиков из этой темы перетащил на свой сайт. Перетащил на свой сайт и создал его по той причине, что нам отказали в администрации этого форума в призовом фонде. Мы хотели турнир устроить. Нас было много. М. Один вопрос. Получается, освободились вы в каком году? 2008. М. Тогда это еще было вполне легально, насколько помню, да? Да, конечно. Мой сайт, который я Мгм. создал, приносил доходы мне, семье моей. Имеется в виду не той семье, которую я создал, а я когда освободился, жил с родителями. Ну и вот у нас был совместный бизнес, в том числе с родителями. Брат, отец помогали мне. Я аналитикой занимался, прогнозы писал, они пользовались популярностью. Сам зарабатывал на ставках определенное время.
Я зарабатывал не на исходах, а на статистике. То есть я нашел закономерности, э, которые позволяли мне выигрывать, как бы это ни казалось смешным. В общем, делать ставки на статистику гораздо более выгодно, чем на исход. Если ты можешь предположить манеру игры команд, то ты можешь спрогнозировать, кто больше подаст угловых, насколько будет напряженный матч, в какое время будет выдана желтая или красная карта и так далее. Я собирал статистику за много лет, анализировал ее, смотрел все матчи. У меня были букмекерские реферальные ссылки на зарубежные букмекерские конторы. Люди регистрировались по этим ссылкам. Мы получали от этих букмекерских контор и биржи Betfair, William Hill, Bet365, Bet at Home, Pinnacle Sports. Получали валюту. Баннеры размещали на сайте некоторые букмекерские компании. Потом это все запретили. Это какой год был? Что-то в начале десятых, по-моему. По-моему, 12-й. Прям уже конкретно. Роскомнадзор просто взял, забанил всех. И я имею в виду букмекерских контор, сайты зарубежных. И мой сайт перестал со временем генерировать прибыль окончательно. После этого мы встретились относительно случайно с вот тем самым моим компаньоном. Помните, я говорил, что мы с ним водку брали и регулярно мы решали перед экзаменами все задачи и зачетными неделями в универе. Ну вот, он думал, что я мертв, кто-то ему сказал. И случайным образом, в общем, меня нашел, мы встретились. Они основали, он и еще один мой приятель, основали компанию оценочную, а заниматься ей было некому. Вернее, был человек, которому они не доверяли, и который потом покинул, создав новую компанию, свою собственную. Вот, а я пришел туда в качестве управляющего партнера, можно так выразиться. Ну и все, потом стал совладельцем. Сейчас я являюсь совладельцем этого бизнеса и де-факто управляющим всеми процессами. Получается, примерно в то же время с женой познакомились, если я правильно посчитал. Да, в 12 лет, 12 лет с 2014 года мы в браке, а познакомились мы в 2012. Как отношения развивались на всем своем протяжении? Вы знаете, мне кажется, что отношения с женой не были здоровыми, откровенно говоря. Я сейчас так думаю. Помните, я говорил о том, что нет ни одного разрешенного конфликта? Ну, в общем, она постоянно пыталась меня подавлять. И мне кажется, что вот эта ее манера поведения, она наложилась на привычную для меня. И мы таким образом сошлись. И, в общем-то, я все время опять отстаивал свою позицию. А она пыталась там подчинить меня или уничтожить. Ну, все это перемежалось, в общем, там, любовными сценами, ну и вот так в протяжении 90 лет примерно. Как Просто, вообще по поводу чувств к жене? Да, договорите, что хотели сказать. а я что-то уже переключился. Ну, в общем, я просто хотел там несколько деталей добавить, что она пыталась мне запрещать, например, есть сметану ложкой.
Можете себе представить? Потому что в семье было не принято так делать. И вот у нас из-за всяких вот таких мелочей могли скандалы, ну, колоссально просто развиваться. Там, с этой сметаной в итоге я банку сметаны в нее кидаю там, и так далее. Были такие конфликты, что она меня критиковала там. Вот у нас страшный был конфликт за то, что я купил кошелек и не согласовал с ней. Ну, то есть это же мы вместе зарабатываем, это же наши деньги. Почему я с ней не согласовываю и покупаю себе какие-то вещи? А я не считаю нужным согласовывать, если я считаю, что хочу вот именно эту вещь. Тем более, что она со мной никогда не согласовывала свои траты. Она меня принуждала, был период, деньги, чтобы все на ее счета я переводил. При этом, когда она сама устраивалась работать, она работала и распоряжалась сама своими средствами. То есть то, что зарабатываю я, это наше, а то, что зарабатывает она, это ее. Мгм. Вот так. Она меня царапала. То есть я приходил на работу, ну вот в эту оценочную компанию, весь исцарапан, угорали. Что, самка леопарда? Опять. Причем, то есть, ну это какое-то было непонятное совершенно. То есть я не могу сейчас даже вспомнить причины. Ну, в общем, какая-то постоянная от нее исходила агрессия. Ну, и как я сказал уже, что я всегда могу на агрессию ответить, выпустить пар и, в общем-то, продолжать жить, как ни в чем не бывало. А у нее просто вот этот, наверное, тоже пар, запал психической энергии иссякал, и все. Мгм. Вообще у меня есть такое ощущение, что мы потом, уже вот сейчас, когда проблемы начались, основные, я же пытался, ну не только сейчас, я и раньше пытался с ней общаться, то есть когда у нас прямо очень сложные, она все время мне угрожала разводом, и когда такие сложные проблемы начинались, то есть я начинал с ней общаться для того, чтобы, ну, прийти к единому, понимаете, я привык, как в зоне вопросы решать. Ну, то есть там, когда вопрос встает ребром, ты должен доказать, примерно так же, как в суде, понимаете? Если ты не можешь доказать свою позицию, значит ты не прав. И вот у меня подход именно такой ко всем вопросам. И когда мы начинаем с такой точки зрения подходить к разбору ситуации, она не выдерживает и начинает говорить, что она там что-то забыла, или что она что-то другое имела в виду. Ну, в общем, и в итоге мы о чем только не договаривались. Например, не обзываться. Ну, то есть я вообще освободился. Первое, что мне Артем сказал, ты вообще не материшься. Ну да, я вообще не матерился. То есть я все время контролировал свою речь, понимаете? А она нет. В итоге, то есть, меня это возмущало, и мы постоянно договаривались о том, чтобы не обзываться. Она все время нарушала в итоге. Потом уже я плюнул. Нет смысла. Просто тоже стал сам материться, обзываться, отвечать тем же самым. Руки она Мгм. распускала, да, я защищался. Сам я ее не бил ни разу. Но было такое, что она меня била, и я намеренно подставлял э, кости, чтобы ей было очень больно. Она плакала там, иногда отбивала руки от меня. Она меня избивала пьяным. Бывало такое, что мы вот с приятелями напьемся. Не часто, но бывало. Я не помнил этого, мне просто рассказывали.
Мгм. В то же время, даже вот в этом состоянии, я к ней агрессии не проявлял. Что по поводу чувств? Любовь была Да я не, или есть? я не знаю, вот, что вы подразумеваете под любовью. Я это воспринимаю как инстинкт, понимаете, сублимированный нашей Мгм. психикой. Поэтому, ну, не знаю, трахаться захочется, появится любовь, наверное. Мгм. Я не склонен, в общем, вот этим иллюзиям придавать какой-то сакральный смысл. Мгм. Как вообще с тем, чтобы, не знаю, понимать чужие эмоции? Кто как говорит, там, не знаю, интонации, мимика, все такое. Я все очень тонко чувствую. Мгм. Как правило, я кожей чувствую окружающую меня среду, понимаете, и настроение людей. Я, Но, наверное, могу понять, это не то, чтобы вы прям чувствуете эмоции в плане сопереживаете. Вы чувствуете, что они есть. Это скорее такое понимание, что вот человек, он, ну, наверное, там злится или что-то такое. ну, мне кажется, что я более точно могу описывать гамму чувств окружающих меня людей, вернее, испытывать их в какой-то форме. Ну, то есть Мгм. осознавать э, их отношение к себе, их отношение друг к другу. В общем, мне просто это приходилось годами делать, понимать диспозицию сил в большом, крупном коллективе. Мгм. Не самых, скажем так, добрых людей. Кроме алкоголя, с какими-то еще психоактивными веществами знакомы, но я слышал про план. Что-то еще? Да, я периодически могу спокойно покурить анаши. Мгм. Ничего в этом зазорного не вижу. Я вообще считаю, более того, что человек для наркотиков, наоборот, извините, наркотики для человека, а не человек для наркотиков. Вот так. То есть, если ты сознательный человек, то ты сам можешь решить, что и когда тебе употреблять, и сколько. Понимаете? Мне безразлично, кто и что по этому поводу думает. А вот для моей жены, например, это ужас-ужас. Она как-то раз, в общем, меня угостили косяком на работе. Я пришел домой, и у меня что-то даже мысли не было, что ну, я не воспринимаю это каким-то серьезным наркотиком и чем-то особо предосудительным. Пришел вечером домой, жена пошла в ванну, а я думаю, сейчас спать пойдем. Ну, а я не люблю, в общем-то, состояние измененного сознания в процессе жизнедеятельности. То есть я предпочитаю быть трезвым в те моменты, когда мне может быть необходимо принимать какое-то решение взвешенное. Поэтому каким-то образом, в общем, расслабиться я предпочитаю ближе ко сну уже. Ну и вот я просто сейчас отступление сделал. Жена пошла Мгм. в ванну. Я этот косяк в форточку дунул и думал, что она не почувствует. У меня еще такая особенность есть, наверное, надо было раньше сказать, что у меня нюх с детства обморожен. Я не знаю, что такое запах вообще. Ну, то Мгм. есть у меня анасмия врожденная. Ну и, соответственно, то есть так получилось, что я не сумел оценить, что запах жена все равно почувствует, что форточка не поможет. Ну и все. Ну, в итоге там был скандал страшный, что это неприемлемо, я должен был обещать, что я никогда не буду. Я не обещал, свою позицию отстоял, что если захочу, то буду, мое дело. Когда захочу, я не злоупотребляю. Почему бы нет? Ну, я вообще не считаю, что кто-то вправе мне навязывать свою волю, еще раз повторюсь. Мгм.
Какие-то еще вещества, стимуляторы, опиаты, опиоиды. Нет, ничего не употребляю. Ну и систематически, я так понимаю, ничего не было. Ну, типа, захотелось, можно покурить, не захотелось, ну и ладно. Ну, может быть, в молодости и было. Я имею в виду до того, как мы попали в тюрьму. Потому что мы только М, этим и занимались, понимаете? мгм, Найти, что выпить, да покурить, скажем так. мгм. Как сейчас с алкоголем отношения? А я стабильно пью 4 бутылки пива в пятницу вечером и ложусь спать. М, Пью определенный сорт, чтобы с утра чувствовать себя максимально комфортно. Эта доза также именно такая, чтобы не болеть с утра. И в то же мгм. время расслабиться вечером. Понял. М. До жены какие-то другие отношения еще были? Ну, серьезные такие. Ну, пока я сидел в лагере, я познакомился с девушкой, и она влюбилась в меня по телефону и вышла за меня замуж. Приезжала ко мне на свиданки. Однако у меня просто был очень длинный, видимо, срок, и она меня не дождалась. Она влюбилась Мгм, в другого. В общем, вышла за него замуж. мгм, Ну, я страдал очень сильно, я тоже это воспринял предательством. Вообще у меня вот эта тема с предательством, она сквозная в жизни. У меня мгм, даже было предательство со стороны Родины. В 2000 году вышла амнистия, под которую я попадал, несмотря на то, что у меня 8 лет срока впереди было. На юбилей Победы Госдума приняла. Показывали даже, что некоторые тублагеря открывали ворота и выпускали всех. А наша администрация так не поступила, она дождалась поправок, которые мою статью исключили. мгм, Ну, в общем-то, психологически это как будто я освободился и заново был посажен. Уже несправедливо. Ну, таким образом это я воспринимал. Я писал во все инстанции, Конституционный суд, и я даже дописался до Страсбургского суда. Получил ответ отрицательный, что они не занимаются такими вопросами, связанными с амнистированием. Ну и все. Еще мгм, был один момент, но это уже мелочь. Я освободился последним из всех, в том числе по той причине, что мне не сломали срок. Тяжесть статьи, минимальное и максимальное наказание по самой тяжелой статье моей, мгм, 162 часть 2, в 2005-2006 году была изменена. Когда нас сажали, было от 7 до 12. Мне дали как рецидивисту срок 9,5, 3 четвертых. Ну, 9 по 162 и полгода там по совокупности всех остальных. мгм, Ну и когда изменили минимальное и максимальное наказание по этой статье, изменилась тяжесть этой статьи. Она стала от 5 до 10, и она стала, была тяжкая, была особо тяжкая, по-моему, а стала тяжкая. Это привело к изменению режима, но должно было и приводить еще к изменению срока, соответственно, то есть пропорционально. Так вот, 40 резали только тем, кто себя хорошо вел, а злостным нарушителям нет. мгм, Злостным нарушителям только режим ломали. мгм. Я был злостным нарушителем. В Таиланд как попали? И давно вообще там? В 2020 году приехали в Таиланд. Приехали с женой. Это было,
скажем так, мое обещание на рождение второго ребенка. Она в августе, 19 августа родила вторую дочь. И вот мы в январе, 13 января мы сюда приехали. Когда мы сюда приехали, мы уже видели страшно кашляющих китайцев. Ну и все, потом начался ковид, у нас на 3 месяца была путевка. И к тому моменту, когда нам надо было возвращаться в Россию, все авиарейсы были отменены. В итоге мы с грудным ребенком на Пангане остались. Там и паромы прекратили ходить. Пришлось задержаться, как говорится. Мгм. А Да, потом решили так и остаться, в общем. остаться? Мгм. Ну, Или ты ездили туда-сюда? нет, я ни разу больше не был в России. Мгм. Жена была в России в прошлом году, у нее проблема с ухом была, гнойный отит. Она из-за этого летала в Россию. Кстати, там летать плохая идея, конечно. Ну, понятно, ничего теперь. Мгм. Там нет смысла, в общем. И если она что-то решит, доказать обратно Мгм. проблематично. А как по поводу организации, не знаю, быта, там, не знаю, распорядка дня и всего такого? Есть какое-то там особое у вас к этому отношение, чтобы там все лежало на своих местах, все было по правилам и так далее и тому подобное? Нет. Но при этом, я так понимаю, ну, как бы к законам и нормам в классическом смысле большого уважения у вас нет. Есть какой-то собственный такой моральный кодекс. Типа как надо, а как не надо. Ну да, конечно. Мгм. Мне абсолютно безразличны законы и нормы в общепринятом смысле слова. И мне абсолютно Мгм. безразлично чье-либо мнение. По какому-либо поводу, если я с ним не согласен. Ну, я могу его учитывать в том случае, если мне сумеют доказать мою Мгм. неправоту. Понимаете? То есть нет такого, чтобы именно я пытался кого-то подавить. Просто, как правило, я прав, понимаете? И, как правило, я способен пояснить свою правоту кому угодно. М. Самооценку свою как можете описать? Вполне уверенный в себе человек. М. Ну, по поводу каких-то, может быть, не знаю, сожалений, чувства вины за что-то, я не имею в виду только какие-то проступки в юридическом смысле, а вообще в принципе. Вообще, в принципе, нет. Мгм. Какие-то планы на будущее сейчас есть? Ну или не планы, а хотя бы чего бы хотелось. Я хочу все-таки сейчас немножко дополнить мой предыдущий М. ответ. Ну, я все-таки хочу сказать, что мне кажется, что этого нет по той причине, что я живу в согласии с собой, понимаете? То есть я не поступаю так, как считаю неправильно. А я всегда знаю, как поступить правильно. А если я знаю, как поступить правильно, то о чем мне потом жалеть? Извините, продолжаем. Какой следующий вопрос был? Я забыл, что был за вопрос. А, с минутку. М. Планы на будущее. Точно, точно. Да. Слушайте, да я особо не загадываю. А смысл? Расскажи Богу о своих планах. Я просто живу и делаю то, что считаю нужным. Все. Мгм.
в плане отношений с женой какие-то планы разводиться, не разводиться, пробовать наладить отношения или пока непонятно еще? Мне все равно, понимаете? То есть я защищаю свои личные границы. Моя позиция здесь такова. Я не нападаю ни на кого, понимаете? Мгм. Поэтому нет места компромиссу, понимаете? Я считаю себя правым в этой ситуации. Более того, все, о чем мы с ней договаривались, она нарушила, понимаете? И получается, что очередное предательство. На каких-то вот прям непосредственных планов, что делать дальше в этом отношении, сейчас есть, нет, не знаю. С детьми как-то восстановить контакт, чтобы они не были вот в заложниках, как вы говорите. Ну, детям я сказал, что они могут мне звонить в любое время. Меня жена спрашивает, почему я им не звоню. Я детям объясняю, что я не буду звонить вам на ее телефон. Если вы хотите меня услышать, то вы можете мне звонить в любое время. Мгм. Я всегда рад вас слышать. Когда у них появятся свои телефоны, я буду им звонить лично. Если жена не вернется с детьми сюда, то, соответственно, она будет заниматься их обеспечением во всех смыслах этого слова. Так как взрослый человек и взяла на себя такую ответственность сознательно. Она была предупреждена о том, что останется без средств к существованию и какой-либо помощи с моей стороны. В случае, если поступит так, как она поступила. Поэтому сейчас меня все называют монстром, потому что я отказал в финансировании и содержании собственных детей. А я себя монстром не считаю. Потому что я сделал все для того, чтобы дети и семья, жена в том числе, вернулись ко мне сюда, в Таиланд. Что-то еще, может быть, добавить, что считаете важным? Не только про эту ситуацию, вообще в целом, что угодно. Ну, наверное, самое важное это то, что касательно именно этой ситуации, что из школы позвонили жене, я платил за школу. Ну и так как они не вернулись, а были оплачены несколько месяцев, я приехал в школу и переговорил на этот счет. Объяснил ситуацию. Ну и из школы позвонили моей жене, она сказала, что до декабря точно в России. По той причине, что надо там какой-то анализ пройти. М. Ну и в январе якобы, может быть, вернется. Но потом, когда дети мне позвонили, она дала понять, что не факт. То Мгм. есть это она так сказала просто представителям школы, чтобы они от нее отстали. Когда я сказал, Дети что часто звонят сейчас? нет, да, она не дает им звонить, я уверен. М. Дети хотят вернуться, понимаете, вот 2 раза последний раз, когда мы общались, они при мне просили ее, мама, давай вернемся. Я им тоже говорю, уговаривайте ее, возвращайтесь. Я никого не гоню, всех жду. И я считаю, честно говоря, вот это все общение, там, любовь через 12 лет уже, наверное, надо как-то маленько в себя прийти и более рационально мыслить, приоритеты расставлять. То есть большинство, мне кажется, семей все-таки живут ради детей по прошествии какого-то там конфетно-букетного периода, Мгм. наверное. Ну, не в том смысле, что они, знаете, поступаются,
своими интересами, а просто проходит вот этот инстинктивный рациональный порыв, и остается уже понимание того, что вместе быть целесообразно для общего блага своего и детей своих. Вот у меня такое понимание семьи, ее роли и задач. Что-то еще добавить? Да пока нет. Мгм. Давайте тогда вернемся к вашему запросу. Можете еще раз сформулировать, что бы хотелось узнать, какие вообще были ожидания, когда записывались? Да я наш разговор с вами, откровенно говоря, записываю, чтобы жене отправить. Мгм. Это вторая цель. Ну и я не знаю, какая из них более существенна. В целом я вам все рассказал, мне нечего скрывать. Я надеюсь, что вы, повторюсь, вы меня убедите в том, что я психически здоровый человек. Ну, то есть хотелось бы узнать, есть психическое расстройство или нет. Правильно? Ну, в каком-то смысле, да. Это, Мгм. можно сказать, что это больше праздный интерес. Потому что даже если вы мне скажете, что оно есть, ну, я ничего не испытаю при этом, скажем так. Мгм. И маловероятно, что я сделаю какие-либо коррекции в своем поведении, скажем так. Мгм. Возможно, я найду еще одного специалиста. Мгм. Ну, смотрите, что могу сказать. Расстройство есть, но это не такое расстройство, которое требует коррекции в классическом смысле. Ну, то есть это скорее расстройство личности. Ну, как раз вот некоторые черты диссоциального расстройства личности, если читаете, в общем, знаете, что это такое, наверняка вся Википедия по этому поводу перечитана. Есть некоторые черты ананкастного расстройства личности. Про это читали? Извините, не разобрал. Последнее. Анонкастное расстройство личности. Пожалуйста, еще раз. Медленно. Ага. Анонкастное. Она. Оно же обсессивно-компульсивное расстройство личности. Так, и что с этим делать? А в целом, если вас все устраивает, то ничего. Ну, поскольку расстройство личности– это скорее такой склад характера. Ну, то есть характер человек не особо может менять, он скорее может адаптироваться к жизни с ним. У меня нет впечатления, что вы как-то дезадаптированы в своей системе ценностей, поведения и так далее. Если бы для вас это представляло какую-то проблему, можно было разговаривать о том, что можно с этим делать. Ну, сразу скажу, что обычно это не препарат. То есть все, что касается расстройств личности, это психотерапевтическая работа. Как бы препараты здесь вообще ни при чем. Понятно. А основания? Ну, смотрите, есть вполне такие четкие критерии, например, ну, того же диссоциального расстройства личности. Э, Такое пренебрежение к правам других, если вот прям широко сказать. И это раскрывается в какие-то отдельные критерии, типа там сниженное или отсутствующее чувство раскаяния, какие-то проблемы с испытанием чувства вины, сопереживания другим, все такое. Может быть какое-то, скажем так, поведение, сосредоточенное только на своих интересах. А, Ну и неуважение к социальным нормам и законам тоже, в общем, является критерием. Для того, чтобы диагноз можно было поставить, достаточно 3 критериев. Ну вот, я назвал даже чуть больше. Там еще есть несколько штук, всего их 10 или 9. Но, в общем, формально диссоциальное расстройство личности вам можно было диагностировать. Вопрос в том, типа, ну и что?
Вы вполне функциональный человек. У вас персонально никаких проблем нет. Ну, как бы, если проблем нет, то и, соответственно, делать ничего не нужно. Я просто не согласен, знаете почему? Потому что я, наоборот, борюсь за права других. Нет пренебрежения в том смысле, в котором, мне кажется, вы это произносите. То есть пренебрежение ущемление, правильно? Я не щемлю ничьи права никогда. Это важно. Поэтому я не согласен. То, что я М, пренебрегаю, скажем так, общепринятыми нормами и правилами поведения, это уже другой вопрос. Ну и в ответ я мог бы вам задать вопрос, почему в вашем обществе приемлемо убивать людей? Почему вам приемлемо? Вот вам всем, тем, кто живет сейчас в России. Почему? Большинству, во всяком случае. Вы же считаете себя нормальным, пренебрегая правами других людей. Может быть, вы всей стране диагноз поставите? Какие-то вопросы ко мне? Ну, я бы про анонкастное, может быть, спросил. Ну, смотрите, анонкастное расстройство, оно характеризуется, ну, скажем так, э, некоторой степенью негибкости, ну, проявляющейся в разных сферах. Ну, типа там э, и снисхождение к другим людям по поводу каких-то ошибок, какое-то щепетильное отношение вообще, ну, ко многим вещам, там, не знаю, что касается работы, что касается соблюдения договоренностей и так далее и тому подобное. Ну, я бы сказал, что тут вы для формального диагноза не наберете. Ну, то есть черты определенно есть, но я бы не стал это записывать в диагноз. А в чем черты заключаются? У меня есть именно вот эта щепетильность в части отношений, межличностных Мгм. отношений. Наверное, вы правы в этом смысле. То есть мне... Ну и, в общем, про деловые моменты вы тоже рассказывали, что все должно быть, ну как, по правилам, чтобы никто никого не обманул и не пытался обмануть. Ну, это и есть межличностные Вот. отношения, конечно. Да, да, да. Ну, сферы жизни имеется в виду, то есть как это мы, по крайней мере, разделяем, допустим, семья, работа, дружба, что-то еще, там, какая-нибудь школа, если это дети и все остальное. Ну, то есть больше, чем в двух сферах жизни, эта негибкость проявляется так или иначе. Вы достаточно упрямый человек, достаточно жесткий в плане именно, ну, скажем так, м, подстраивания под что-то. Ну, так бы я выразился, наверное. Ну, я согласен, я просто не могу понять, почему это расстройство-то. Если ты стараешься установить такой порядок в своем обществе, который бы уважал права других людей, вы понимаете? В этом суть. Вот Мгм. не обмани, Ну, не вообще, то, обмани. что... Хорошо, вот вы сейчас сказали, чтобы никто друг друга не обманывал. Это что, плохо? Это же библейские заповеди. Я вообще Нет, считаю, это что... абсолютно неплохо, но это не гибко. Некоторые люди врут. Некоторые люди врут целенаправленно, некоторые люди врут для того, чтобы было не им хорошо, а кому-то другому хорошо. Я Ну, то есть, пресекаю вот это на как... корню. Я не позволяю Мгм. врать себе никогда. Я считаю, что я живу правильно, понимаете? У меня нет цели вас переубедить. Я считаю, что вообще каждый здравый, место встречи всех здравых людей где-нибудь там между двух деревьев в центре Эдемского сада. Почему нет? И разве это плохо стоять на своем, М. если за благо общее?
Не убивать вот Психиатрия не не- опирается на моральные понятия плохо или неплохо. Ну, то есть у нас есть формальные критерии расстройства, у нас есть некоторое понятие границ между нормой и патологией. Э, ну, скажем так, определенно ваши черты характера в некотором смысле повлияли на то, как сложилась ваша жизнь. Ну, то есть вполне возможно, что на зону бы вы не попали, если бы были, ну, не знаю, каким-то, может быть, более гибким человеком. Я абсолютно не пытаюсь как-то осудить ваш образ жизни, но я говорю, что, ну, как бы были какие-то особенности характера, которые привели к некоторым последствиям. Плохое это общество или хорошее, это совершенно другой вопрос. Вы знаете, я почему сейчас, я это все понимаю. Но так как это видео будут смотреть другие люди, которые не понимают, я поэтому и пытаюсь точки над «и» расставить, понимаете? Что то, что вы назвали расстройством, на самом деле может быть хорошо и правильно. С точки зрения порядочности, с точки зрения понимания, что такое хорошо и что такое плохо, на высшем уровне абстракции. Я вообще считаю, что человек серьезный, осознанный, это именно тот человек, который достиг вот этого понимания и не зависит от чьего-либо мнения в своем мировоззрении. Ну, наверное, все. Добавить больше нечего. Хорошо. Вы как считаете, Тогда нет А? необходимости нам больше сеансы устраивать? По вашему мнению. Э, ну, поскольку я как психиатр работаю только медикаментозно, абсолютно не вижу смысла. Ну, а вы бы мне рекомендовали какую-то терапию? Нет. Потому что нет ничего, что вас бы не устраивало в себе. Ну, то есть вы вполне можете действовать в своих интересах, как вам вздумается. Вы абсолютно можете принимать решения самостоятельно. И как бы, ну, вперед. А с точки зрения общественной опасности? Я не думаю, что на текущий момент вы представляете какую-то опасность для общества. Спасибо. Будем прощаться. Ну, поскольку вы человек такой прям гиперрациональный, я бы сказал, возможно, что все-таки нарушение закона напрямую не в ваших интересах, по крайней мере, сейчас. Ну и, наверное, последние много лет после освобождения из Ну, мест. безусловно, безусловно. Это все время подвергается сомнению в последние месяцы, к сожалению. То есть мне все время, меня подозревают в том, что я занимаюсь чем-то, что может навредить нашей семье. И мои аргументы не воспринимаются. То есть проанализировать ситуацию человек самостоятельно не может, моим аргументам не верит и вот в своем видении живет. Я вот на этой нашей записи последней ей так и сказал. Солипсизм и отвага. Знаете, мем есть такой, слабоумие и отвага. Вот у нее не слабоумие, но солипсизм и отвага. Причем я, понимаете, пытаюсь конструктивно подходить, то есть вопросы какие-то по существу задаю, там в чат вот психологически все эти вопросы скидывал, когда у нас семейная психотерапия шла. Все оставалось без ответа, то есть игнорируется абсолютно. Мой подход с любой позиции игнорируется постоянно. Навязывается только вот что-то свое. Позицию воспринимать ни в какую не хочет человек. А дальше я скину вот как вам. Я прошел все эти тесты, я прошу, пожалуйста, предоставь мне аналогично. Давай начнем психотерапию с каких-то тестов объективного контроля нашего психического состояния и будем от этого отталкиваться. Но я же не скрываю ничего перед тобой. Почему ты это скрываешь? То есть мне в ответ, я все прошла, у меня все в порядке.
Ну, я-то скриншоты, понимаете, и ссылки предоставляю, Мгм. а мне ничего не предоставляется. Мгм. Ну, смотрите, если исходить только из того, что вы рассказывали о своей жене, есть некоторая вероятность, что у жены тоже какое-нибудь расстройство личности может быть. Но поскольку я с ней непосредственно не говорил, то никаких выводов сделать не могу. Но идея неплохая. Только если что, это не ко мне, потому что я консультировал вас, этические противоречия тут будут в любом случае. Да. Ну, ясно. Ну, вот сейчас пришлю нашу запись, предложу начать с ее просмотра. Наш следующий сеанс семейной психотерапии. Спасибо. Если какие-то вопросы вдруг появятся ко мне, можно написать. Я, скорее всего, быстро не отвечу, там пройти может несколько дней, но постараюсь, если это не прям сильно как-то объемно будет. Хорошо, спасибо. Еще что-то спросить напоследок? Да не знаю, я что-то уже утомился от разговора. Если что-то вспомню, Ну, я мы напишу вам. задержались, да, с вами. Я напишу вам. Спасибо. Ага. Всего доброго вам. До свидания.